Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict. И да, я снова делаю обзор на устройство, связанное со звуком. Однако спешу вас порадовать, что в дальнейшем таких выпусков будет поменьше, и я наконец-то смогу уделить время тем выпускам, о которых вы меня просили в комментариях. Это и выпуск про камеру, на которой я снимаю, это и выпуск о том, как играть на более слабом компьютере, обрабатывая на более мощном, и также много других интересных выпусков. Поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И сейчас мы переходим к обзору плеера Xduo X3. Начнем, конечно же, с внешнего вида и, что немаловажно для плеера, с эргономики. Корпус плеера выполнен из алюминия, что очень приятно для такого ценового сегмента. Лицевая же панель по фактуре похожа на винил и очень приятна на ощупь. Сама сборка очень хорошая, и единственное, что портит общее впечатление от нее, это небольшое дребезжание переключателя блокировки. Экран маленький, монохромный, чего вполне хватает для полноценного использования плеера, однако у него есть огромный недостаток. Дело в том, что на солнце, да и вообще в солнечный день на нем практически ничего не видно. И тут не помогает даже настройка яркости, которая на солнце по факту практически никак не влияет. Это, кстати, наверное, самый большой недостаток плеера, на мой взгляд, поскольку лично я его использую во время катания в солнечный день, и попытки разглядеть на нем что-то вызывают большие проблемы. Что касается расположения кнопок, то оно, мягко говоря, странное, однако к нему очень быстро привыкаешь, и благодаря их количеству управление плеером очень удобное и предельно интуитивное. На левой боковой панели расположен переключатель блокировки, а на правой стороне кнопки регулировки громкости, Reset, а также два слота под microSD карты до 128 ГБ, чего вполне достаточно для приличного количества музыки в высоком качестве. На нижней панели расположены два выхода. Выход под наушники 3,5 мини-джек и 3,5 мм линейный выход, который позволит подключить плеер к другой высококачественной аппаратуре с минимальными потерями и помехами. Вы также можете подключить к line-out и наушники, однако при таком типе подключения регулировка громкости звука работать не будет. На верхней панели расположен micro-USB порт для соединения с компьютером, а также для зарядки устройства. Сам корпус толщиной чуть менее 1,5 см, что позволяет комфортно расположить его в кармане. В целом, в плане эргономики плеер оставляет о себе очень приятное впечатление, если только не вспоминать его экран в солнечный день. Теперь по меню. Оно также безумно простое и интуитивное. Главное меню состоит из пункта воспроизведения, нажав на который можно взаимодействовать с играющим в данный момент треком. Далее идет раздел «Все песни», а также раздел CUE для соответствующего формата. Далее идет пункт, где вы можете найти нужный трек по папкам, в которых он расположен. Далее идет некий список избранного, в который вы можете добавить ваши любимые композиции. И, конечно же, далее идет раздел настроек. Кстати говоря, во время воспроизведения кнопка Option показывает дополнительные настройки, такие как выбор уровня усиления для более тугих наушников, режим фильтра низких частот и прочее. Все управление безумно простое и сводится лишь к выбору пунктов и кнопкам вперед и назад. Загрузка плеера длится около 10 секунд. И это, конечно же, многовато, но в принципе не критично, хотя хотелось бы меньше. И теперь, конечно же, поговорим о характеристиках. Начинка плеера такова. Аккумулятор здесь стоит либо 1500, либо 2000 мАч, и это зависит от ревизии плеера. В принципе, аккумулятора даже на 1500 мАч вполне хватает на 7-8 часов воспроизведения lossless музыки. Процессор стоит Nginx JZ4760B, ЦАП Cirrus Logic CS4398 и усилители 2 OPA1612 и LMH6643. Рекомендуемый импеданс наушников до 150 Ом, хотя в принципе плеер способен раскачивать и более высокоомные наушники. Поддерживаемое разрешение до 24 бит при 192 кГц и практически все основные lossless форматы. Диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Все характеристики перечислять не буду, их слишком много, и если вам действительно интересно, вы сможете найти более подробную информацию по ссылке в описании. А мы перейдем к звуку. Что касается звука, я в первую очередь хочу напомнить, что этот плеер, наверное, один из самых недорогих вариантов среди портативов с выделенным ЦАПом. Стоит он в районе 7000 рублей. Естественно, при такой начинке плеер будет опережать любые телефоны, какие-то другие портативы, которые построены на простых элементах.
АЧХ у плеера достаточно ровная, однако есть в некоторых композициях намек на V-образность. Что касается звука, то он очень детальный, но опять же в некоторых композициях есть какая-то небольшая рассыпчатость, что ли. Рассуждать о звуке можно, конечно же, много, однако в случае с более-менее хорошими устройствами в игру уже начинают вступать такие, казалось бы, неочевидные факторы, как восприятие, привыкание и выбор наушников, о котором мы сейчас и поговорим. Слушал я этот плеер и с игровыми вариантами вроде Kingston, и с суперлюксами, и с BR-динамиксами, и еще некоторыми вариантами, но впечатление в целом оставалось примерно одинаковым. И да, на днях мне пришли наушники, на которые делать отдельный выпуск было бы странно, поэтому упомяну о них здесь. В общем, если вам нужны максимально дешевые вкладыши с приемлемым звуком, близким к уровню Vimonc, например, тогда присмотритесь к этому варианту. Это 32-омные ушки Kian 25 с частотным диапазоном от 20 до 20 тысяч Гц и отличной серединой звуком. Более того, наушники поставляются в металлическом кейсе, и это за 280 рублей. В общем, шикарный вариант, и найти их так же, как и Vimonc, вы сможете в нашем магазине по ссылке в описании к видео. Ну и что ж, подведем итоги. Для начала хочется сказать, что плеер получился универсальным и всеядным как в плане музыкальных жанров, так и в плане наушников. И также, естественно, у него очень неплохая начинка, как программная, так и физическая. Что касается звука, то он безусловно будет выше, чем уровень звука любого телефона, как я уже раньше говорил, и любых устройств на простой элементной базе. И если вы хотите приобщиться к аудиофильской тематике, начать слушать музыку в высоком качестве и вам необходим хороший портатив, то плеер X-Duo X3, на мой взгляд, окажется очень хорошим решением для вас. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, и пишите в комментариях, какими устройствами для портативного воспроизведения звука пользуетесь вы. Увидимся с вами в следующих выпусках, с вами был канал IT-Verdict, пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.